Привет! В этом видео лучшая, самая интересная бытовая техника 2025-2026. Это наша версия канала о бытовой технике Тостер. Сюда мы взяли самое крутое из того, что снимали сами, плюс учли опыт коллег и вообще мировые новости по теме. Акцент при этом все же на доступную в России технику. Почему 2025-2026? Тут все просто, чтобы заголовок в YouTube долго выглядел свежим. Это шутка, но в каждой шутке сами знаете. А если серьезно, новинки бытовой техники 2025 года будут вполне актуальны и в 2026, а то и дальше. Взяли самые популярные сегменты домашней техники: стиралки, пылесосы, посудомоечные машины, духовки, холодильники и, конечно, примкнувшие к ним в этом году мега раскрученные маркетологами аэрогрили. В каждой категории присудим наиболее интересному устройству или серии техники не что-нибудь там, а целый золотой тостер. Пока тостер виртуальный, а дальше кто знает. Поехали, золотые тостеры сами себя не раздадут. Категория стиральные машины. And the Oscar goes to... Скажу честно, тут не было особых сомнений и метаний. Samsung Bespoke AI. Это стирально-сушильная машина с реально большой загрузкой. 18 килограммов при стирке и 11 сушка. Да, она больше стандартных стиралок по габаритам, но это не какая-то космическая разница. Для постирочной это вообще не очень важно, да и в разные современные интерьеры ее легко вписать. Был бы дизайнер в адеквате и хватало бы места. А большая загрузка — это реально круто. Еще тут стирка и сушка под контролем искусственного интеллекта, конечно. Тепловой насос, что сильно снижает энергозатраты при сушке и дает возможность сушить максимально бережно. Автоочистка конденсатора перед каждым циклом сушки важно, кстати. Ворсовый фильтр, круто для стиралки с сушкой. Автодозировка моющих средств и даже специальный цикл, сокращающий попадание в воду микропластика из волокон ткани. Ах да, еще и дверца люка сама открывается, например, после стирки. Естественно, управлять можно через приложение Samsung SmartThings, и что тоже круто, есть вариант с дисплея стиралки управлять другой бытовой техникой из экосистемы SmartThings. Кстати, о возможностях этого мобильного приложения у нас есть отдельное видео. Посмотрите. Samsung Bespoke AI. Такая реально крутая тачка. Заслуженный золотой тостер в категории стиральные машины. Однако не забудем и о китайцах. На выставке IFA в Берлине сняли стирально-сушильные машины Hisense и Haier. Не путайте, кстати, этих китайских производителей, они обижаются. И это, соответственно, серии 5i и X11. И это модели с тепловыми насосами и с ворсовыми фильтрами в стандартных габаритах. Да, загрузка поменьше, чем у Samsung, но зато просто поставили, как обычную стиралку, где угодно и используйте. Не надо думать, поместится ли. Если эти модели в 2026 году появятся в России, а такая информация есть, то это будет очень интересно. Явно повлияет на рынок и имеет все шансы на золотой тостер. Правда, стоить эти модели будут, окей, наверное, все равно немного дешевле, чем топовая новинка от Samsung, наш триумфатор этого года. Стиральных и сушильных, кстати, машин снимали в этом году много. Welcome в наш плейлист об этой технике. Рекомендую, например, обзор двухэтажных стиралок. Что это, зачем и как, что есть в продаже. А в видео из Берлина с выставки IFA есть еще новые стиралки Miele со стиральными барабанами без захватов для белья. Посмотрите, это интересно. Все ссылки оставим в описании видео. Категория вертикальные пылесосы. Золотой тостер тут опять же без всяких разговоров, а вы можете поспорить в комментариях, отхватывает Dyson за свой самый тонкий в мире пылесос Pencil Vac. Мы первыми в России его протестировали, и на мой взгляд это, как говорят наши заграничные коллеги по YouTube, реальный геймчейнджер в сегменте вертикальных пылесосов. По сути, появление Pencil Vac создает новый товарный сегмент вот таких легких и маневренных стиков для уборки. То, что китайцы, мы это зафиксировали потом на выставке в Гуанчжоу, начали уже копировать Pencil Vac, прямое тому доказательство. Со своими задачами он справляется отлично, я вам это могу сказать, исходя из опыта реального использования. Он остался у меня после съемки, честно говоря, я им каждый день пользуюсь. К легкости и маневренности добавьте двухстороннюю правильную
правильную бирюзовую, а не бесполезную белую подсветку. И вот бирюзовая реально помогает уборке. Плюс тут 3 режима мощности, вполне адекватное для такого формата время работы. До разряда аккумулятора он, кстати, съемный и заменяемый. И патентованная Dyson технология защиты валиков от наматывания волос и ниток вполне рабочая, между прочим. Так что заслуженный золотой тостер. Да, конечно, были удачные модели и у других брендов, но так, чтобы и вау, и реально рабочая и полезная новинка, тут британцы опять всех переиграли. Категория роботы-пылесосы. Тут, конечно, китайцы в лидерах. Особенно хорошо это заметно на фоне банкротства iRobot. Новости об этом пришли вот в декабре. Когда-то лидер рынка вроде бы не прекращает деятельность, но речь опять же о сделке слияния с китайцами Paisia Robotics, на чьей базе, собственно, и выпускались румбы. Ну что ж, помянем тех, кто то ли есть, то ли нет с нами, и будем думать о живых. Мы в 2025 году показали вам робот-пылесос Roborock Sara Z70 с механической рукой, и потом первыми в России ответ на это Dreamy Cyber 10 Ultra. Dreamy руку прокачали, и она не только носки подбирает, но и может убирать в труднодоступных местах. Разные насадки даже есть для этого. В целом, это все, конечно, как сказали бы во дворе моего густонаселенного блогера дома, галимый маркетинг. Все эти руки механические. Но это показывает технологичность обоих игроков, их устремленность в будущее и бла-бла-бла. Сейчас, конечно, главная фишка – интегрирование роликов для влажной уборки в роботы-пылесосы. Ну да, неожиданно выяснилось, что широко разрекламируемые в последнее время роботы с вращающимися мопами – это все же не совсем то. Упс, подумали их счастливые обладатели. А совсем то, это теперь роботы с роликами. Ну, типа вышел новый iPhone, да, и со старым ходить уже не модно. И вот Dreamy в России уже продает Aqua 10 Ultra Roller Complete с, как пишут талантливые обзорщики, роликовой шваброй. Ecovacs, еще один важнейший игрок на рынке, уже продает у нас свой Debot X11 Pro Omni, тоже с роликом для влажной уборки. Да и у Roborock уже есть Creva Carve 2 Flow с влажным роликом, и его, правда, в Россию на момент этой съемки вроде еще не привезли. В общем, золотой тостер получает все 3 китайских производителя роботов-пылесосов. Или один на всех, или каждому по, это уж как удобней, пока можно выбирать. За технологически интересные, хоть и не всегда полезные, вспомните механические руки, разработки. Ну и потому что больше некому. Тут, правда, еще оживился Dyson, которого никто уже серьезно в сегменте роботов в расчет не принимал, и выпустил под конец 2025 года свой Spot Scrub AI. Вполне достойный по характеристикам и тоже с роликом для влажной уборки. Ничего не понятно, очень интересно, но это уже точно тема 2026 года. Будем тестировать. Категория пылесосы для влажной уборки. Честно скажу, терпеть их не могу. Мне кажется, что энергозатраты, затраты сил на обслуживание этой техники после уборки, несмотря даже на все якобы технологии самоочистки, вкупе с денежными затратами при покупке хорошей модели, должны отбивать охоту приобрести такой девайс у человека разумного. Именно поэтому мы выбрали модель максимально универсальную в плане уборки, умеющую хорошо убирать не только влажно, но и на сухую. Я давно считаю, что именно такие универсальные солдаты – отличный вариант в городскую квартиру, где и ковров есть немножко, и твердый пол, и всякая точечная уборка разных поверхностей всегда нужна. И золотой тостер уходит Roborock за модели серии F25 Combo. Это как раз такие комбайны для влажной уборки. Ковры тоже можно пылесосить с не очень, правда, высоким ворсом. То есть еще и сухая уборка, ну и точечная разных поверхностей ручным модулем. Моторный блок на все один, но конфигурацию пылесоса можно менять под задачи.
Такой пылесос-трансформер получается. Вообще, формат пылесосов-трансформеров — это, конечно, не только Роборок. На выставке IFA в Берлине мы снимали, например, пылесос Miele Triflex HX3 Plus Aqua. Он тоже и для сухой, и для влажной, и для точечной уборки. Тоже изменяемая конфигурация. Но в России его пока нет. Ну и, естественно, ценник там совсем не народный. Не то чтобы нам в этом видео важны ценники, оно все же больше именно о технологичности. Но пока золотым тостером остается Роборок. И, кстати, вспомнил, у нас есть еще видео о таком пылесосе-трансформере Redmond. Делали мы его, правда, пару лет назад, но он, помнится, был очень неплох, пылесос, и он сейчас продается. И, о чудо, стоит на 10 тысяч дешевле, чем обозначено у нас в видео. Категория посудомоечные машины. А вот тут будет немного удивительно. Ну, смотрите, главные новости в сегменте посудомоечных машин в 2025 году не то чтобы взрывают чарты. Ну, Haier заявил о выпуске моделей с тепловым насосом. Это сильно прокачивает энергопотребление посудомоек, делает их более экономичными. Окей, ну современные модели и так не очень транжирили электричество, чего уж там. Да и вообще россиянам пока по большей части на энергоэффективность бытовой техники, как бы это поприличнее выразиться, ну вы поняли. И они же, Haier, представили технологию BioVita, обеззараживание посуды и вообще внутреннего объема посудомойки без ультрафиолета, только LED-излучение определенного спектра. Причем работает это даже при температуре воды 45 градусов. Ну, тоже такое себе. Это вам не появление третьей корзины или автоматически приоткрывающаяся дверца вот в свое время. В любом случае, есть у нас обзор новинок Haier, актуальных в 2026 году. Ссылку оставим в описании этого видео. Поэтому в этой номинации решено быть ближе к народу. Золотой тостер уходит российскому бренду Яширо, потому что они выкатили на рынок полный фарш за очень подъемные деньги. Смотрите. Встраиваемая полноразмерная посудомойка на 15 комплектов посуды. Вот я всегда заклинаю, берите полноразмерную технику, если есть место, потом спасибо скажете. С инверторным мотором, с третьей корзиной, автооткрыванием дверцы по окончании цикла, опцией луч на полу и, среди прочих, автопрограммой мытья. И это все по цене около 30 тысяч на момент этой съемки. Вот просто захотелось отдать ребятам золотой тостер за такой качественный подгон. Потому что посудомойка все еще для многих в нашей стране, ну, роскошь практически. Но вот за эти деньги, да еще с этой функциональностью отличной, больше людей смогут себе позволить такую технику и уже никогда не вернуться к ручному мытью. Ну, как тебе такое, Яндекс.Фабрика? Поздравляем, Яширо! Если хотите больше узнать про современные посудомойки, есть интересная новинка от Горения в нашем обзоре их новинок с выставки IFA в Берлине. Ссылка в описании. Ну и вообще у нас есть отдельный про посудомойки плейлист. Категория духовые шкафы. Тут у меня One Love в этом году вот реально увидел и влюбился. Это новые духовые шкафы Aska Celsius. Во-первых, это красиво. Ну, реально, посмотрите на них. Даже в не очень хороших условиях для съемок на выставке это видно. Дизайн удался. И не только он. Главные технологические бенефиты тут. Точное поддержание выбранной температуры, колебания в пределах градуса, а не 5-6, как часто бывает, ну, в менее прокачанных духовках. Это важно, окей, не для всех, но для определенных рецептов. Профессиональная система подачи пара. Он подается тогда, когда вот реально нужен, с той интенсивностью и в том объеме, который оптимальны именно для конкретного процесса приготовления. То есть максимум пользы для результата. И еще в этой серии есть полноразмерные, ну вот классических для духовки габаритов модели, реально многофункциональные. То есть в одном устройстве конвекционная духовка, микроволновка, пароварка, ну и комбинированные режимы. Обратите внимание, микроволны обычно в компактных духовках могут быть, а в полноразмерных крайне редко. И это все может быть довольно практичным решением для многих. Например, комбинация классического нагрева и микроволн в духовке ускоряет приготовление разных продуктов и блюд. Ну и все же я опять дизайн вспомню, они прям королевские, конечно, вот по виду.
Да, я знаю, что Аска контролируют китайцы, но удалось здесь сохранить вот этот дух скандинавский бренда, скомпилировать удачно его с высокотехнологичной частью, которую сейчас, реально могут обеспечить большие китайские производители. Не только они пока, к счастью, но тут речь скорее о таком формате. Производятся, кстати, эти духовки в Словении, в Европе. Золотой тостер, духовые шкафы Aska Celsius. Больше интересного по теме духовых шкафов есть в нашем плейлисте, который так и называется «Духовые шкафы». Ссылку на него оставим в описании видео. Есть там, например, духовка Hisense, с которой можно поговорить, или духовка Haier с искусственным интеллектом, которая определяет степень готовности продуктов, чтобы человек, готовящий, ничего не испортил. В общем, посмотрите. Категория холодильники. Тут, конечно, сразу вспоминаются многочисленные умные холодильники с большими дисплеями, учетом срока хранения продуктов, рецептами из содержимого холодильника, быстрым созданием шопинг-листов для покупки недостающего. Это вообще такие кухонные медиахабы, потому что на дисплее можно и ютубчик посмотреть, и вывести на него экран смартфона, и позвонить кому-нибудь с видео, и вот те же рецепты полистать, и управлять другой умной бытовой техникой. Да, такого вот флагманского сейчас много. И у Samsung мы снимали, и у Haier, и у Hisense, еще, наверное, у кого-то, у Midea, у LG. Ну, в общем, все топовые производители имеют такие модели. Ну, здорово, это тренд, и это все, на мой взгляд, удобно. Особенно, когда дисплей, реально большой. И вот наш золотой тостер мы решили в этом году присудить бренду Hisense. Но не за очень умный холодильник, такие у них есть, да, а за концепцию Kitchen Fit. Это когда отдельно стоящий холодильник можно без труда установить в нишу и тем самым максимально интегрировать вот в одну линию с фасадами стандартного кухонного гарнитура, потому что глубина холодильников обычные 60 сантиметров. Холодильники с плоской задней стенкой, без теплообменной решетки, так что их можно придвинуть практически вплотную к стене. И зазоры слева и справа можно оставить всего по 2,5 мм и 5 мм сверху. А необходимый воздухообмен, он конструктивно выведен вниз, в цоколь. И реально холодильник в итоге, особенно если еще по цвету оптимальный подобрать, не выглядит этаким инородным предметом на современной красивой кухне. Нет, он в нее отлично вписывается. И есть у Hisense разные модели, вот формата Kitchen Fit, и двухкамерные холодильники, и просто холодильные и морозильные шкафы. Можно сайд-бай-сайд комбинацию создать. Так что тут тоже вариативность. Hisense золотой тостер за концепцию Kitchen Fit. Справедливости ради отмечу, что это вообще такой дизайн-тренд, и есть у других брендов тоже похожие решения. У Hisense это уже и в России тоже хорошо представлено все, так что тут еще вот этот момент доступности сыграл. А вообще холодильники очень интересная тема. Мы немало их снимаем, заходите в плейлист холодильники, ссылку оставим в описании. Там много свежих видео, например, обзоры новинок Liebherr. Это всегда очень интересно, потому что немцы в сегменте холодильников, такие явно законодатели. Или вот есть обзор холодильника Tuvio. Ну а что, вдруг скоро ничего не будет, а будет только Tuvio. Мы подготовились. Аэрогрили. В 2025 году о них не говорил только ленивый. Да и тот говорил. У нас тоже было несколько видео. Например, подобрали 3 интересных модели по цене до 10 тысяч. Причем, конечно, готовили в них, проверяли в деле. А еще сделали большой тест-обзор аэрогрилей популярных брендов. Посмотрите, там интересно. Некоторые срезались на выпечке, например. Окей, круто. Сам себя не похвалишь. Ну а золотой тостер-то кому? Долго, честно говоря, решали и решили, пусть его получит аэрогриль Grand Chef Retest. Да, там агрессивный маркетинг про наш аэрогриль больше, чем аэрогриль, он все заменит, все вокруг, можете продавать квартиру и жить в нем. Меня всегда это все веселит очень. Но, знаете, мы же проверили его в деле. Если отбросить всю маркетинговую шелуху, у нас остается девайс с 2 тенами,
круто в кулинарном плане, с большой 8-литровой чашей, но сам при этом, не огромный, это важно на кухне. Умеющий быть и аэрогрилем, и барбекю грилем, и по сути мультиваркой. Верхний нагреватель снимается и меняется на просто крышку стеклянную из комплекта. И пароваркой, и небольшой духовкой. Мы это все проверили. Реально, ссылка сейчас на экране и на наш тест, и оставим ее в описании. Плюс у него очень продуманные алгоритмы автопрограмм. Есть предварительный разогрев, что правильно для приготовления разных блюд и чего лишены очень многие аэрогрили. И он подсказывает пользователю, когда класть продукты, когда перевернуть, перемешать, даже отсчитывает время отдыха стейка после приготовления. И, кстати, есть термощуп в комплекте, чтобы правильная прожарка была у мяса. В общем, полезный девайс, если с умом пользоваться. Так что в категории аэрогриля ему отдаем золотой тостер. Что думаете, вы бы отдали? Знаете, в следующем году, думаю, этой категории у нас не будет в итоговом топе, завянет интерес. Так что поздравляем, Гранд-шеф, успели в последний вагон. Ну что, как вам наш топчик? Мне кажется, получилось интересно. Повторюсь, это именно впечатление от отснятого за год нами. А мы много снимали в этом году и в России, и за рубежом. Ну и плюс в целом наблюдение за трендами и немного за тем, что делают коллеги. Если в выборе победителей субъективная составляющая, не буду скрывать, есть. Мы же пока не делали всенародного голосования. Но знаете, я в теме бытовой техники скоро уже 20 лет надежно профдеформирован, и моя субъективность — это почти объективность. Свое мнение пишите в комментариях. Да здравствует золотой тостер 2025-2026! И ждем, что будет в версии 26-27. Пишите в комментариях, кстати, какие еще категории техники добавить. Смотрите и подписывайтесь на канал Тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, а просто уже 8 лет рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Более 700 видео на канале, и я прощаюсь до новых обзоров и тестов бытовой техники. Пока!